Почти каждая картина студии Pixar наделена масштабнейшими и фундаментальными идеями для человечества. Практически в любом их произведении вы без проблем вынесете какую-то важнейшую мысль. Но есть одна концепция, которая появляется сразу в нескольких картинах студии. Я бы даже назвал ее основополагающей философией Pixar. И наиболее ярко она проявляется в мультфильмах «Рататуй» и «Университет монстров». Два этих произведения, хоть и с виду кажутся кардинально разными, но корень их растет из одного места. Их идеи выглядят невероятно схожими в основе, и тем не менее, раскрываются совсем по-разному. Если история в «Рататуй» развивается в качестве некого источника вдохновения для зрителей, то «Университет монстров» берет ту же идею, но показывает ее с темной и не самой привлекательной стороны. Любому человеку всегда хочется осознавать, что он может добиться всего, чего только захочет. Иначе, какой смысл пытаться? Всем людям хочется верить, что в будущем у них все станет только лучше. Так устроена наша психология. Если не будет веры в будущее, то не будет и попыток что-то изменить. Со всех сторон нам рассказывают о том, что мы можем добиться всего, если пожелаем. Известная поговорка гласит: если сильно захотеть, можно в космос полететь. Диснеевские истории часто оборачиваются тем, что нужно просто двигаться вперед, стараться, и тогда все выйдет. Но «Университет монстров» и «Рататуй» показывают нам, что эта концепция фундаментально ошибочна. Все начинается с фразы шефа Гюсто из «Рататуй» «Готовить может каждый». Зритель смотрит это, и ему кажется, что мультфильм говорит нам о том, что каждый может стать прекрасным поваром, если постарается. Но нет. Как позже выясняется, слова Гюсто значат нечто другое. Не каждый может стать великим художником, но великий художник может прийти из ниоткуда. Именно эта идея и является основополагающей в так называемой философии Pixar. И в «Рататуй» она лишь берет свое начало. В сути, мультфильм не заостряет на этом свое внимание, ведь большую часть картины нам лишь показывают путь творческого человека, или крысы. В то время как «Университет монстров» берет эту идею и раскрывает ее с самой жестокой стороны. С самого начала нам демонстрируют тщетные старания Майка добиться успеха, как в обычном общении с детьми, так и в умении быть страшным. Когда Вазовский был маленьким, он так сильно загорелся желанием стать страшилой, что начал буквально жить этим. Он тратил каждый день своей жизни, изучая страшильное ремесло, чтобы в итоге стать лучшим из лучших. Как Майк сам признается, он прочитал все книги об этом деле. Он знал практически все, что известно об этом. Не исключено, что он был даже образованнее в этом плане, чем его преподаватели. Майк – идеальное олицетворение трудолюбивого и целеустремленного человека, или, если угодно, монстра. Он 100% уверен, что добьется успеха, ведь он тратит на это время и стремится. Но вот в чем суть, он не страшный. Как бы много книг он ни прочел, Майк не может стать страшным. Это жестокая истина, которая раскрывается в таком детском мультфильме. С другой же стороны, Салливан, который плевал на все эти книги, изучение, старания и так далее. Он и так страшный, у него есть талант. Шут не вкрути, а в шуте. Вот этот студент похож на настоящего страшилу. Он думает, что может ничего не делать, и у него и так все получится. Но, как мы потом узнаем, таланта недостаточно. Точно так же, как и стремление без таланта тщетны. Одно без другого не может существовать. Именно поэтому Салли и Майк в итоге стали лучшими друзьями и напарниками, ведь они идеально дополняли друг друга. Pixar всегда рассматривает вещи с другой точки зрения, чем другие студии. Вместо известных фраз по типу «ты можешь добиться всего, если захочешь и будешь стараться», Pixar и Университет монстров в частности говорят нам: нет, ты не можешь добиться всего, даже если будешь пытаться годами. Иногда у людей есть физические или умственные ограничения, которые не могут позволить им заниматься всем, чем они хотят. Иногда люди просто неталантливы, и все. В противовес общепринятым мнениям о том, что ты можешь добиться всего, Pixar говорит нам правду жизни. Если хочешь стать космонавтом, далеко не факт, что у тебя получится. Но ты все еще можешь изучать космонавтику и астрономию. В то же время ты должен понимать, что есть вероятность того, что у тебя не получится, как бы ты ни старался. В книгах по саморазвитию, по телеку, других популярных мультфильмах, бизнес-коучи, да и просто люди говорят нам, что ты можешь добиться всего. Но это не то, как все есть. С точки зрения развития государства, это правильный ход, ведь если народ не будет работать, не будет и процветания. Но с точки зрения индивидуума, очень важно понять эту идею. Миру в сущности плевать на нас, как мы и видим в Университете монстров. Каждый занимается чем-то своим, и никому на самом деле нет до тебя никакого дела. Едва сдерживаю слезы. На выход! На нас, так же как и на Майка, всем плевать. Когда он попадает в универ, то понимает это в должной степени. Изначально ему кажется, что всем должно быть не плевать на него. Он хочет доказать, что чего-то стоит. Он хочет всем доказать, что он страшный. Я думал, если буду очень сильно хотеть, то всем докажу, что Майк Вазовский гораздо выше своего роста. И все же тут ничего не поделаешь.
В «Рататуй» отец Реми говорит, что природу нельзя изменить, на что сын отвечает ему: природа и есть изменение. В контексте «Рататуя» это имеет место быть, ведь тут идет речь о том, кем тебя считает общество и кто ты есть на самом деле. В университете же монстров нет никакой разницы, кем тебя считает общество, если ты просто не страшный. Даже когда Майк обрел какую-никакую популярность, он не стал от этого страшнее. Есть вещи, которые нужно просто принять и идти дальше. И все же есть одно «но». Тебе вовсе не нужно быть великим художником. Ты можешь просто заниматься тем, что тебе нравится, потому как это то, что тебя вдохновляет. Или ты можешь найти альтернативное применение своей любви к какому бы то ни было делу. Так же, как это сделал Майк Вазовский. Да, он не стал тем, кто пугает, но он все равно остался в индустрии. Так же само, если ты хочешь быть в сфере спорта или кино, тебе не обязательно становиться лучшим футболистом или главным режиссером в Голливуде. Ты можешь быть, скажем, аналитиком, комментатором, просто видеомейкером, который снимает чисто для себя и так далее. В случае «Рататуй» это тоже имеет место быть. Лингвини, например, был отвратительным поваром. Как бы он ни старался, у него выходило ужасно. Он не был хорошим оратором или руководителем, но он нашел себя в том, что ему дается хорошо. Он стал прекрасным официантом и управляющим своего небольшого кафе. Лингвини нашел альтернативу в той же индустрии и в то же время остался на посту управляющего, чтобы развивать свои способности в качестве руководителя. Но вернемся к монстрам. С самого начала Майк предстает перед нами в роли серой мыши, которую вообще никто не замечает и просто не признает его существование. Джереми, свободен? Уже нет? Ну прости. Хейли, не хочешь? Берешь пару Клэр? Я б тоже так поступил. Мультфильм показывает наше утилитарное общество. Люди в нем специально дружат с правильными людьми, с теми, кто принесет им какую-то пользу в будущем. В то время как таких, как Майк, без репутации и имени никто не считает за монстра. Я уверен, что многим из вас родители говорили заводить знакомых, которые могли бы помочь вам в будущем. К сожалению или к счастью, но все именно так и строится. Поэтому Майк, как бы много он ни знал, никому не нужен. Ведь самого главного у него нет. Он не страшный и не имеет знакомых в индустрии. Тем не менее, это не мешает ему идти по альтернативному пути. Да, он не попал в индустрию через университет или знакомство, но через почтовый отдел корпорации монстров. Отличие Майка от других заключалось в том, что он всегда видел иной выход из ситуации. Другая сторона этой картины заключается в следующем. Университет монстров не только показывает нам переживания бесталантных людей, но и переживания талантливых. Салливан, хоть и является с виду крутым и уверенным, на деле боится, как он сам признается. Салливан, который не хочет учиться, который вылетел с первого курса, который так боялся подвести команду, что смошенничал. Да, у него есть талант, но он бесталанный в отношении учебы. Он неудачник так же, как и Майк, только немного из-за другого. Мультфильм говорит нам, каким бы крутым и самоуверенным человек ни казался, он все еще человек. И скорее всего, он также переживает обо всем. Судьбы Майка и Салливана показывают, что ты можешь и должен думать иначе. В корпорации монстров главным источником энергии служат крики детей, и все довольны этим, и индустрия развивается. Но если все считают это правильным, это далеко не значит, что так и есть. Майк и Салли находят новое решение этой проблемы – смех. И, как оказывается, он в разы мощнее крика. Все монстры так сильно развивали индустрию крика, что попросту боялись пробовать что-то новое и выходить за пределы своей парадигмы. И в конце концов, Майку даже не пришлось становиться страшилой, он стал смешилой. Университет монстров и Pixar в целом не говорят нам, что не нужно стараться. Они говорят, что нужно понимать, что ты не можешь достичь всего, что в мире существуют вещи, которые ты не можешь изменить. А еще нужно искать альтернативные способы решения проблемы. Так происходит почти в каждом мультфильме студии. Будь то Мигель со своей музыкой, головоломка со знанием важности грусти, или университет монстров с пониманием и принятием своей неспособности к какому бы то ни было делу. Салли и Майк были исключены из университета, но это не помешало им заниматься тем, чем они хотели. Майк не был страшным, но ничего не помешало ему работать в сфере страшил. Он просто нашел иное решение, а в конце изменил не только свою жизнь, но и жизнь всего мира, найдя альтернативу, которую никто не замечал. Во всем этом и заключается философия Pixar. Они демонстрируют нам очень глубокие идеи с разных сторон, иногда говоря нам жестокую правду, а иногда вдохновляя нас на новые свершения. Вот за это я и люблю эту студию. Она не боится подать нам суть такой, какой она является. Не каждый может стать великим художником, но великий художник может прийти из ниоткуда.